Когда-то польский автопром был известен на весь мир, но сейчас про него уже практически все забыли, кроме самой Польши. Давайте сегодня разберемся, что же все-таки не так. Автомобили Варшава, Сирена, польский Fiat 125. Это 21 гектар площади, 23 тысячи сотрудников, высококвалифицированные кадры, 12 фирм-филиалов, 50 фирм кооперации, современный потенциал, технологии. 100 тысяч автомобилей в год, 42% продукции на экспорт. Главные импортеры Китай, Великобритания, Дания, Франция, Финляндия, Голландия, Бельгия. Высокое качество продукции. Это прошлое, настоящее и будущее польского промышленного комплекса. Фабрика легковых автомобилей в Варшаве. Ну что вы, ребяточки, недавно я на своем канале выпустил сторис, обычный рилс, где я нашел какой-то польский автомобиль, который называется Сирена, сделал для него обзор, небольшой обзор, и он собрал 10 тысяч просмотров. Меня вы просто все обосрали в комментариях, сказали, что я не специалист, я не разбираюсь в автопроме, что рессоры это самая лучшая технология в 21 веке, да и в 20 веке на телегах везде ставилась. В общем, вы сказали, что польский автопром это лучшее, что было в мире. Давайте же сегодня, я человек с техническим образованием, так получилось экономическим, который работает в такси. Это жизнь, ребят. Я вам сегодня расскажу и докажу, почему польскому автопрому, если чешский автопром каким-то образом еще выжил, то польскому автопрому просто была заказана дорога в ад. Мы просто все на открытых источниках. Этот завод вон в Варшаве, я его каждый день проезжаю. ФСО, этот, как он там называется? Этот завод ФСО Полонез, который там выпускал. Там уже половина завода, сука, снесли и уже строят комплексы жилые. Давайте сегодня разберемся. Быстренько пройдемся с вами на ход ноги. Я вам расскажу, что и как. Распишу, так сказать, на пальцах. Мы видим то, что польский автопром начался после Второй мировой войны. Хотя на самом деле он начался еще и до Второй мировой войны. Потому что еще были даже куплены патенты Фиата. Вот вы видите, это, наверное, таксовали на этих машинах в Варшаве. Если я смотрю старые фотографии, к примеру, Варшавы, улицы Нового Свята, я вижу эти машины там, видите, они все были, сука, похожи один на одного. Просто там было 18 лошадиных сил, они никуда не ехали, ну понятно. Но был куплен патент на Победу, и уже, получается, в Польше выпускалась аналог Победы, она называлась ФСО Варшава, которая всем нравилась, и вот вы ее видите. Если в Советском Союзе выпускалась там одна эта Победа, она еще, сука, гнила. Я еще помню, как их деды там заводили, там коленвалы меняли в этих, вы помните тоже, наверное, в вашем детстве. То сейчас их вообще не найти, только вот, я помню, я удивлен был, когда у нас стояла Победа, и потом ее кто-то выкупил, и она уже стояла в музее, где-то снималась какие-то фильмы. Я был удивлен, что это дерьмо. Это то же самое, что сейчас быть удивленным, что Москвич, к примеру, да, какой-нибудь, или Запорожец, да, будет считаться супер музейным экземпляром. А Победа это была с какого-то Кадиллака, наверное, снята. Короче, 51 по 73 год, универсал, даже пикап был. Вот эти, кстати, машины поставлялись везде, включая Индию, но они поставлялись, короче, в Советский Союз. Польские автомобили даже в Англию поставлялись. Вроде Англия, это родоначальник вообще там, грубо говоря, автомобилестроения. Ягуар и так далее. Что дальше происходит? Вот очень важно. В конце 60-х предприятие приобрело лицензию на производство автомобиля Fiat 125. Чтобы вы понимали, Fiat 125 это та же самая копейка, та же самая там тройка. Я в них не очень хорошо разбираюсь, но он выглядит, как Жигули, просто выглядит. Когда я был в Италии, я видел эти Фиаты, я думал, Жигули стоит. На самом деле это оригинальный Фиат, он выпускался, соответственно, в Советском Союзе. Вот видите, как он выглядит. Польша это был отдельный автомобиль, абсолютно, там комплектующие были там разные, не знаю, какой, кстати, двигатель там был, вот это интересно. Понятно, что никуда не ездящий карбюраторный двигатель, который выпускался, только подумайте, 67-го
и после истечения соглашения лицензионного в 83 году еще выпускался до 91 года. То есть это такая архаика, машина выпускалась больше 25 лет, чтобы вы понимали. Вот моторы, вот смотрите, молотком настраивают эти моторы, довольно-таки высокотехнологичное производство. Смотрите, вот карбюратор настраивает. В принципе, что, ну все, звездочки накидывают, в принципе, что, ручное производство, это всегда так было. Когда уже Volkswagen это уже делал робот, то, в принципе, тут еще, видите, вручную это все делалось. Распределенные катушки зажигания, что мы тут видим, да, бобина, карбюратор, все испытывать. Смотрите, высокая мощность, 60 лошадиных сил, 1.3 двигатель, просто на карбюраторе, это какая-то сумка валяется. Вот. Ремень, все, смотрите, как все двигается, на рекламе показывают, все, деньги вложены в завод, все хорошо, смотрите. Ну, понятно, что тогда в Советском Союзе не хватало автомобилей, то есть автомобиль имел только, не знаю, партийные какие-то личности или там суперсерьезные какие-то ребята, суперинженеры становились в очередях. Вот, это ваши бабушки, там, отцы расскажут больше, как это было. Но надо было польский рынок моторизировать, соответственно, нужно было на внутренний рынок делать это все. Да, даже если это была повозка с конем, все равно она пользовалась бы спросом. Дороги были в Польше плохие, как и везде. Надо было просто на чем-то ездить. Дальше очень важно, за что вы меня ненавидите и критикуете. В 1978 году был создан, о боже, уникальный Полонез, уникальный ФСО Полонез, о курва, за который вы меня все развалили. Ребята, вот как выглядел Полонез. Это просто произведение автомобильного искусства, которое вы все так любите. Он производился с 1978 по 2003 год. Притом платформа этого автомобиля, она была создана на платформе вот этих Жигулей. Fiat 125, вот вы просто представьте. И это просто была другая морда. Да, базара ноль, выглядел он же намного лучше. И производился он, сука, 25 лет. Вот у нас штамповочный цех, красный берет какой-то. Чувак доволен своей работой. А вот смотрите, Маргажата. Видите, какая прекрасная. Смотрите, насколько она счастлива. Еще вчера она танцевала под Бонием, а сегодня ее заставляют. Не спала, танчила под Бонием Маргажата, избила подляски. А сегодня ее заставляют делать какие-то, сука, багажники для польского автопрома. На самом деле я прикалываюсь, да, в принципе этот завод, он покрывал вообще требования польского автопрома. Вообще этих заводов было довольно-таки много. Но я вам сейчас расскажу, мы сейчас посмотрим с вами, как это все производилось. Я вам расскажу, почему все-таки смысла в производстве вообще в польском автопроме нет абсолютно никакого. Он имел много модификаций. Хэтчбэк, седан, универсал, пикап. То, что для вот советских, да, вот ребят, было вообще, ну, нереально. У того, у кого повезло, было как комби. Москвич, Иж или еще что-то. Тут же было выбор всех возможностей, и вы можете посмотреть модель и седан, модель и рубленая, какой-то плюс АТУ, модель катафалк какой-то был. Крытый пикап, типа как Москвич Каблук, наверное. Смотрите, такой был пикап. Медицинская скорая помощь. Кстати, тут и оправдывается использование рессор как грузовой транспорт. Вы все говорите, вот, там в грузовом транспорте до сих пор используется. Тогда для грузового транспорта это оправдывается. Проблема в том, что это использовалось и в легковом транспорте. Но мы про это еще поговорим дальше. Даже были джипы полноприводные. Хотя, чтобы вы понимали, вот это был заднеприводный автомобиль. И устанавливался двигатель 80 лошадиных сил. Там было, по-моему, 1.3, 1.5. Можете меня поправить. Но если это 1.5, даже 83 лошадиные силы, не надо быть суперинженером, чтобы понимать, что вот этот кардан и редуктор идут потери на, соответственно, передачу крутящего момента, то есть двигателя. Да? И вот эти 83 лошадиные силы и так в машине, которая, ну, должна еще куда-то ехать, они превращаются в каких-то 70 или 60. Можно взять формулу, посмотреть, получается, потери, но это очень мало. И те люди, которые на них ездили, они отмечают, что эта машина, помимо того, что нормально никуда не управлялась, она еще и нормально не разгонялась. Смотрите, даже станки с ЧПУ есть, все, какие-то тут наработочки, что-то какой-то копировальный автомат. Смотрите, человек не в магазине, в бедроньке, в жабке работает, минимум образования какое-то имел. Что-то там делает, нажимает. Это, знаете, это то же самое, вот как
видели мем, девятую гайку 18-м ключом закручивать, вот так, примерно так. Смотрите, все тут делается. Тут уже, видите, робот какой-то делает. И, кстати, высокоточное производство. Смотрите, вот этот чувак, обратите внимание вот этого чувака, он по-любому потом стал в 90-х, когда развалился совок, он по-любому где-то торговал кроссовками или этими спортивными костюмами на каком-то варшавском рынке, где еще дагестанцы могли почикать ножом запросто еще. Были такие времена, что ты мог лишиться, сука, своего не то что кошелька, еще жизни. Вон, рынок Ружинскегу на Праге, да, вот в Варшаве. Можете почитать историю. По-любому стал каким-то главарем из 90-х. Вы только гляньте. Он уже тогда, смотрите, ходил на серьезных часах, все. А вот гляньте, что они. Несмотря на то, что все делалось робот, они еще до сих пор, обратите внимание, втроем просто. Это контакт. Гляньте, наплавка металла. Все, что, ну, понятно, в гаражах это делают. В гаражах, смотрите, это еще, это тогда, это высокотехнологичное производство. Дед в этих очках наплавляет металл, понимаете? Ну, это серьезно, ребят. Перспектив у такого производства много. Он беззубый Яцек, обратите внимание, каким-то кустарным. Ой, бля, просто. А в этот же момент кто-то двигает, переключает какие-то кнопочки. Смотрите, уже какой-то новый робот. Смотрите, настраивают его. Видите, все не могут, короче, настроить этот робот. Все что-то не то. Смотрите, смотрит такой, что-то не то, но не попадает по точкам. Смотрите, смотрите, сейчас, бац, не взялся. Смотрите, бац-бац, не взялся. Технология, нет энергии. Смотрите, впятером настраивают эту машину. Смотрите, не могут настроить. И вы мне говорите, что у такого производства на рессорах может быть будущее, правильно я понимаю? Это было просто конченая архаика. Видите, тут вообще какие-то провода торчат в этой машине. Ну ладно. И сейчас эти автомобили бороздят просторы Польши. По лесам, ралли, все показывается. Ну, кстати, я бы на их месте так сильно и не гонял, потому что я вез одного поляка, который рассказывал немножко, ну, который владеет информацией. Не было дня, чтобы он не ехал и не видел, как эти машины валяются в кюветах. Может быть, потому что в основном такие машины и ездят, а может и нет. Вот вы говорите рессоры, даже тут можно увидеть, что это автомобиль с рессорами в конце 20 века. И это было просто конченая архаика. Потому что если даже вот забить в GPT-чат по поводу рессор, видно, что рессоры за счет того, что они дают больше грузоподъемности, но они передают все вибрации на кузов автомобиля. Они не дают нормальной стабилизации. Машина становится неуправляемая. Задняя ось начинает прыгать. Это просто телега. Ну как для автомобиля, который еще является гражданским, рессоры это просто архаик. Да, базар ноль, там ничего не сломается. Кстати, мусора ездили на эти. Я не знаю, кого они могли дать. Ну, они повозку лошадиную, конечно, догнать смогли. Да они и сейчас ездят, непонятно на чем. Полиция в Польше достаточно жесткие, штрафы достаточно, ну, конечно, меньше, чем в Германии, но меня вчера остановили, я там перекрестился нечаянно еще раз на красный свет, проехал. Итак, ребята, мы тут сделаем небольшую ставочку. Если вам когда-нибудь понадобится адвокат в Варшаве, классный адвокат, который решит любую вашу проблему, касающуюся административного права, хозяйственного, уголовного права и так далее, поможет вытянуть вас из самой сложной ситуации, я вам хочу порекомендовать своего хорошего друга Андрея, который много раз помогал и мне. Я уже снял с ним интервью, будет еще интервью, поэтому ссылочки будут в описании. Запишите его номер, просто запишите его в телефонную книгу. Мало ли что случится с вашими знакомыми, с вами, с вашей семьей. Просто набирайте, он приезжает и решает любой ваш вопрос. Так что ссылочка в описании и не благодарите. Яцек Бжижинский, смотрите, закидывает задний редуктор, обратите внимание. И динамометрическим ключом на камеру, да, чтобы было видно, какие технологии. Динамометрический ключ на завод завезли. Ой, красота, ой, красота. Ну, больше, кстати, больше на Volvo похоже. Если бы не Volvo собирали, было бы больше толку, реально. Смотрите, отдельно ближний, отдельно дальний свет. В одну фару не было еще технологии, чтобы можно было две лампочки в одну фару. Когда уже все это было в Volkswagen, все это было в Шкодах, еще тут такого не придумали, ребят. Задний привод, все как на Победе, все как на Жигулях, все было. О, смотрите, задний ход работает. Прекрасно, смотрите. Ну какие альтернативы были этому автомобилю? Ну давайте представим, 90-е годы, B2 уже пошел. Вот я на таком, кстати, учился ездить. B2 это народный белорусский автомобиль. Ой, сколько там картошки можно было закинуть. О, смотрите, 90-й год. Вообще можно было Passat B3 купить. Что такое Passat B3? В Passat B3 там какая? Там были рессоры?
Там были амортизаторы, там куча двигателей, там 1.8, 2.0, VR-образный. Посмотрите, какие альтернативы были вообще вот этой конченной сирене. Потом пошел B4. Ребята, 93 год. Сирена еще производится. Она еще не снята. Passat B4. Passat B4. Даже, честно говоря, не стыдно и сейчас проехать. Да там все. Там климат-контроль. Ну вы сравните, сука, Passat и сравните, сука, эту конченую сирену. Ну где она? Ну, ребята, ну это даже просто, ну обратите внимание, что это за дерьмо. Не, я понимаю, если она дешевле стоила, но вы гляньте, это мы же говорим про целесообразность создания, вообще развития польского автопрома. Давайте, хорошо, вы говорите Passat, окей, Passat, типа, это все-таки Volkswagen. Хорошо, давайте посмотрим, какие Шкода производила автомобили. Шкода Фелиция, так извините, так это автомобиль. Капы были, короче, были вот эти инвалидки, которые все очень любят. Вот, она выглядит хотя бы неплохо. Тут ставились двигатели, наверное, Volkswagen. Хорошо, вы скажете, Шкода Фелиция, она уже начала производиться после вступления в Volkswagen Group. Вот, смотрите, Шкода Фаворит. Переднеприводный автомобиль, не заднеприводный. Да, обратите внимание, тут даже приборная панель интереснее. Смотрите, больше кнопочек, большой бардачок. Да, тоже по-конченному выглядит. Ну, ребят, смотрите, переднеприводный автомобиль. Там задний привод, ребята, задний, сука, привод был. Да, конечно, если вы хотите дрифтить, да, это очень выгодно. Но в этой сирене никогда не было стабилизации. Я говорю, там, сука, рессоры были. Поэтому они валялись в кювете, ребята. Это надо понимать. Это было даже небезопасно ездить, понимаете? Рекламная кампания. Как люди воспринимали вообще этот автомобиль. Центр Варшавы. Люди собираются, такие, неужели это Полонез? Это новый Полонез, 78 год. О боже, какой он красивый. Да, действительно. Для советского человека, для Восточной Европы это было просто, смотрите, это польский автопром, о, ничего себе, все такие смотрят. Смотрите, заставка, давайте. Показывают технологическое предприятие, вот тут в Варшаве происходит. Явно, что выпускают вот польские Жигули. Вы можете обратить внимание, они используют контактную сварку вручную. Тогда были такие технологии. И едет конвейер, соответственно, смотрите, что происходит. Штемп стоит, и вот в этом всем смоге варит автомобиль вручную, точками. Вы скажете, окей, вопросов нет. Это ручное производство, смотрите, у него даже металл горит. Но окей, вопросов нет, он варит вручную. Но мы-то знаем, что в тот момент о качестве, наверное, не заботился никто. Те, кто работал на советских заводах, прекрасно знают, что чуваков интересовало. Вообще, я работал на заводе, ребята, я знаю, что там происходит. Вон, смотрите, все дымится, сука, металл горит. Смотрите, с ручным этим автоматом ходит просто. Смотрите, едет конвейер. Ну, слава богу, что они подслушали Генри Форда и сделали движущийся конвейер. Вопросов нет. Едет, идет, короче, за этой машиной. Да, базар ноль. Вы скажете, что АвтоВАЗ еще до сих пор имеет такие технологии. Смотрите, какая. Вопросов нет. Где-то в гараже еще эта технология прошла. Тут нам показывают, как достраивают завод, делают новое помещение для того, чтобы на самом деле... Может быть, кстати, это и обратная съемка. Может, наоборот, его закапывают, этот завод. Вот вы можете почитать Википедию. Вот этот завод, пакет акций выкупила компания Deo. Вообще Deo тогда пыталась войти в автомобильный рынок. Если компанию выкупает Deo, то, можно сказать, это тебя закапывает на минус второй этаж. Все. То есть эта компания идет в ад. И Deo как раз таки вот показатель. Хотя машины, они довольно-таки неплохие. Пока они не гнили, выпускали довольно-таки неплохие. Смотрите, новый автоконцерн, созданный на основе объединения, получил название Deo FSO Motor. Вот это Полонез, который вы все любите, уже не соответствовал ни одному из европейских показателей. Ни по выбросам, ни почему. Там были архаичные двигатели с карбюраторами, блядь. С карбюраторами. Как может вообще, ну, то есть автомобиль нормально конкурировать с тем, что я вам показал до этого? Хорошо, его выкупают, они додумались. Машина на рессорах, на карбюраторах, на четырехступенчатых коробках там передач, конченые автомобили, которые никуда не едут, на заднем приводе, все, даже на передний привод. Нужно было просто немножко по-другому там коробку применять, все равно ни хрена не могли сделать. Вы же должны понимать, что по себестоимости производства, этот Полонез, да, и в него можно было поставить все что угодно. И стабилизации, и кондиционеры. Может быть, кстати, тут кондиционер стоял, хотя я не думаю. Тут электростеклоподъемников не везде стояли. Вы же поймите, что тогда себестоимость автомобиля увеличивается настолько, что уже проще реально купить Шкоду или реально купить Volkswagen. Тогда смысл этот автомобиль теряет. Пока он был в рамках дна, он был еще кому-то интересен, полякам. Ай-яй-яй-яй-яй, какие красавцы тогда были. Ну это все, это каждый мечтал о такой машине. Вы гляньте.
О боже, Франция, во Францию. Смотрите, 1.4, 16 клапаны. Это был раллийный экспонат F50 Atu. Для того, чтобы даже произвести вот этот F50 Polonez Atu, нужно было реорганизовать, сука, весь завод. И они поняли, что надо ставить стабилизацию. Люди хотят уже лучше управления. Люди хотят пружины на задней оси. Вы же видите, вручную, сука, контактную сварку варит кузов. Технология! Немецкого робота надо ставить, понимаете? Не было денег на это, не было. И они додумались наконец-то продаться Deo. Lanos начали производить Deo, нормально хотя бы подумали. Вот эти Lanos, они до сих пор где-то в доставке ездят. Кстати, неубиваемый автомобиль. Начали производить с Deo Kallas вот этот Matiz, блядь. Отличный автомобиль. Просто для поляка, просто для бича, просто супер, лучше нет. А Deo Nubira, боже мой, еще 4 года назад они ездили в польском такси. Классно автомобиль. Вопросов? Не, я не шучу. А это уже, когда украинский какой-то олигарх, короче, выкупил, они уже начали, вот, Chevrolet GM тогда продались. Смотрите, даже 400 таких автомобилей произвели. Резо какой-то. FSO Polonez, Deo Nubira по 20 тысяч. Представьте, по 20 тысяч этих автомобилей попроизводили. Для FSO Polonez A2+, что я вам показывал, да, с 96 по 99 еще даже пытались тянуть эту архаику. Произведена коренная модернизация предприятия. Коренная модернизация. В связи с банкротством в конце 2000 года автомобильного концерна Deo Motor, то есть они вложили бабки, скорее всего, может быть, и просто отмыли бабки, я не знаю. Даже Deo развалился. Deo Motor развалился, сука. Deo еще SsangYong пытались купить, блять, тоже развалились. Это просто дичь, понимаете? Этот завод, вот этот польский, варшавский, тянет всех, вот в него закапывали деньги все. В итоге он все равно, сука, сдох, понимаете? Что дальше происходит? В 2002 году контроль над предприятием перешел к американскому концерну General Motors. О боже, сейчас очень серьезный момент. Тишина. Погодите, барабанная дробь. Переходим к американскому рынку. Может быть, он спасет Polonez. Смотрим. С 2004 года предприятию был возвращен старый фирменный знак ФСО. Его название было убрано слово Deo, потому что уже змярла, компания умерла. А уже в 2005 году украинская корпорация Укравто получает контрольный пакет над ФСО. Продлевает лицензию на выпуск Lanos и Matiz. Lanos у нас была выпущена $500,000. Это, кстати, очень, на самом деле, неплохой автомобиль, $500,000. И Matiz тоже был создан, как вы видите, для европейского рынка. Потом это предприятие переходит к Запорожцу. Потом уже Укравто подписала лицензионное соглашение с General Motors по производству Chevrolet Aveo. И что произошло потом? 100-тысячный Aveo сошел с конвейера в 2010 году. На самом деле, производство очень мелко-кустарное. Для автомобильной промышленности за 4 года, что они производили, 100 тысяч автомобилей сделать, это 25 тысяч автомобилей в год. Ребята, лицензия на производство Aveo истекла в феврале 2011 года и не возобновлялась для модели следующего поколения. А к марту 2011 года более 1800 сотрудников были уволены. Земля, на которой был построен завод, была выставлена на продажу. Это уже в 2011 году. Здания лицейного цеха и сборки автомобилей были снесены. Вообще. То есть трек для заводских испытаний тоже был продан для других целей. В 2013 году модификация Fiat FSO вошла в потребительский антирейтинг, ребята, по версии британского издания AutoExpress, где были названы 10 наихудших автомобилей, проданных на Туманном Альбионе в последние 25 лет, ребята. Максимум вот этих автомобилей, весь вот этот завод, о котором мы все плачем, до 3 миллионов экземпляров. Только одной модели BMW было продано E60, 1 миллион 359 экземпляров. Так это одной модели, понимаете? А тут весь завод 3 миллиона экземпляров. За все время. Почему этот завод был готов просто опуститься в ад? Видите, они там пытаются якобы восстановить этот цех, на самом деле они уже тогда, наверное, понимали, что это все надо закапывать. Вот эти автомобили гниющие, да, которые были похожи на Жигули, смотрите, вот карбюратор, короче, настраивают, не могут настроить целым инженерным комплексом. Там даже такие проблемы были, что ВИН-код двигателя
застопорился и сошло с конвейера сотни автомобилей, у которых ВИН-код был 0000001. Там такие проблемы были, понимаете, на этом заводе. Ну, повезло, у меня еще есть экономическое образование. И не надо быть экономистом, чтобы понять, что нет ничего хуже, чем тянуть убыточное предприятие. 20 тысяч сотрудников. Это обязательство. Это экологические нормы европейские. Если у нас там можно кому-то на лапу дать, то тут такое не работает, ребята. Им проще было продать это все частникам, а эту землю раздербанить. Сделать там обычные жилые дома. Ну что с этого дома? Взял, построил и все. За него брался Deo, за него брался General Motors, за него брался Запорожец. Все равно все пошло, ребята, по одному месту. Я проезжаю, я вижу этот завод, там ничего нету. Там старая проходная вообще, то есть ничего нету. Их, слава богу, Польша стала одним из крупнейших производителей запчастей, комплектующих. Это классное место. Польша — это страна, где есть понятие целесообразности. Если это выгодно, это будет делать. Если это не будет выгодно, это будет гнить, пока это не искупит тот, кому это выгодно. Польша стала пунктом сборки многочисленных заводов иностранных концернов, таких как Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz и других. Автобусная промышленность, возможно, еще где-то сейчас там можно ее встретить. Вы должны понимать, если это закрывается, в этом нет ничего плохого. Это говорится о том, что оно будет перепрофилировано, оно будет скуплено на что-то другое. Но самое важное, что раньше были карбюраторы, сейчас электрификация всего. Смотрите, снижение спроса на традиционные автомобили, падение интереса к автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями, а также уменьшение спроса на автомобили повлияло на объемы производства и экспорта. Это самое важное. Даже в Варшаве уже введен закон, что автомобили бензиновые старше 96 года не имеют права въезжать в центр города, даже висят специальные таблички. Я против этого. Тем не менее, если посмотреть Польшу, если посмотреть Европу, Toyota завоевала, Lexus, Toyota завоевала рынок своими гибридами. Всем выгодно экономить, топливо дорогое. Tesla вышла, все начали уже электродвигатели. Мог ли завод ФСО делать электродвигатели? Да он, сука, не мог сделать амортизаторы. Кой к чертям собачьим электродвигатель. Электродвигатели — это огромные технологии, это вложение, это куча движений нужно было сделать. Переход к электромобильности требует меньшего количества компонентов, что снижает спрос на автозапчасти и комплектующие. Несмотря на текущие трудности, в Польше продолжаются инвестиции в производство аккумуляторов для электроавтомобилей. Всех подготавливают, потому что Польша понимает, что нужно двигаться. Если у меня в моем политехническом колледже нас обучали на старых, сука, троллейбусах, да, показывали этот двигатель, электродвигатель 50-х годов, этот ротор, статор, то тут уже гибридные составляющие. Я более чем уверен, в Беларуси 40 лет октября Ленина Красного Знамени, вот этот политехнический техникум, до сих пор, если вы пойдете сюда учиться, за платно, вы будете проходить старый советский троллейбус, Белкоммунмаш. Фабрика ФСО самоходовых особовых основана после Второй мировой войны, закрыта в 2007 году, прекратила существование. И фабрика самоходов тяжеловых производила грузовые автомобили, включая Жук и Люблин, закрыта в 2007 году. Я помню еще эти Люблины, они еще на рынках Беларуси, огромные эти фургоны, кстати, пользовались спросом, потому что они были дешевле, чем Мерседесы тогда и транспортеры. Польский автопром находится на перепутье. С одной стороны, он сталкивается с серьезными вызовами, связанными с глобальными изменениями в автомобильной индустрии, с другой имеет потенциал для адаптации и развития новых направлений, таких как электромобильность и цифровое производство. Я езжу по полосам для такси, там, где могут ездить автобусы, и там, где могут ездить электроавтомобили. Здесь у тебя электроавтомобиль, ты можешь объезжать пробки как минимум в Варшаве. И также дают какую-то субсидию на покупку электроавтомобилей. Базовая субсидия — это 4500 евро для физических лиц, плюс 10 тысяч злотых за утилизацию старого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Максимальная субсидия 9500 евро. Даже фургоны, просто у меня друзья даже заказывали, брали в аренду такую доставки, типа FedEx, там, DPD и так далее, они уже электрические. Метан в Польше не очень распространен, только на грузовые. Пропан, бутан есть практически везде. Пропан, бутан — это самое экологическое, что есть. Она в Польше очень, потому что это экономия в 2 раза. Это очень круто. Есть что добавить? Добавьте. Но вы видите, что рессоры — это дно, что полонез — это дно. Только для того, чтобы картошку перевозить. По-другому не знаю. Перспективы в польском авторынке нету. Проще это все снести и построить жилищный комплекс, который потом продать мне же задорого, да? Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки и напишите, про какую фирму еще вы хотели бы, чтобы я сделал такой обзор. Всем пока!